Со 2 июля на Amazon Prime можно посмотреть фильм «Война будущего». Фильм расскажет о том, что в будущем идет разрушительный конфликт с инопланетной расой. В попытке переломить ход войны ученые начинают призывать в свою армию солдат из прошлого. В главной роли снимается Крис Пратт, актер, который очень зазвездился и стал широко известен и популярен благодаря роли в «Стражах Галактики». Я поклонник жанра фантастика, я люблю всякие путешествия во времени, там такие подобные штучки, но в этом фильме «Война будущего», из которого могло получиться что-то хорошее, пошел перегиб рамок логики, который вышел из-под контроля и был сломлен и выброшен на помойку. Самое начало фильма вызывает небольшую тревогу, что все может пойти в плохую сторону. Это когда главный герой летит с неба, то есть он переместился в будущее, он летит с огромной высоты, чудом не разбивается, и там на крыше здания оказывается бассейн, в который он и падает, и также чудом выживает. И туда падает остальная бригада новобранцев. И они тоже выживают. Хотя дальше показали, как солдаты проходили сквозь портал по земле. Они падали с неба на футбольное поле, разбивались и умирали. Почему так нельзя было сделать с Крис Праттом? Я не знаю, загадка. Дальше нас возвращают на 28 лет назад, до начала всех этих перемещений, где главный герой должен получить новую должность, повышение, но его отодвигают в сторону, так как нашли более достойного кандидата, более умного, быстрого и сильного. Я, конечно же, не люблю придирки такого рода. Я посмотрел фильм 30 раз, и вот что я заметил. Вот в этом кадре кружка на столе, а в следующем у актера в руке. Я на это спокойно могу закрыть глаза и подобной фигней не занимаюсь. Только какие-то грубые оплошности, которые сразу же при первом просмотре они бросаются в глаза, они заметны. Конечно же, испортят впечатление от просмотра фильма и о фильме в целом, если они продолжаются, да. Но за 5 минут на экране очень резко бросилось в глаза то, что сначала главный герой летел и мог разбиться об крышу, но каким-то чудесным образом он сместился в сторону и упал в бассейн с водой, хотя и там он тоже, скорее всего, должен был разбиться. Я понимаю, что там вода, но это не значит, что это стопроцентное выживание. Следующее, это то, что герой шел к машине, когда говорил по телефону, оперся на нее рукой, закончился разговор, и он оказывается посреди дороги. Спустя секунду он оказывается у конца дорожки, которая ведет от дома к дороге. И начинает бить свою вывеску. Ладно, первое можно списать, я не знаю, на удачу, чудо там и так далее. Второе, на какие-то технические ляпы, человеческий фактор, память человеческую, я не знаю. Хотя видно, что когда он шел к машине, было светло, договорил 2-1,5 минуты, стало темно. То есть они снимали это в один вечер, несколько дублей. Ну да ладно, отбросим это все. Дальше вышедшие солдаты на поле, их глава отряда говорит: да, лейтенант, переход прошел успешно. То есть секунду. Люди через 30 лет научились создавать порталы, через которые могут путешествовать во времени. У них есть приборы связи, с помощью которых можно общаться через время, я не знаю. Командирша же оказалась в прошлом и рапортует лейтенанту в будущее. Исходя из этого, эти люди будущего, не смогли додуматься каким-то иным способом донести до людей прошлого, что на них нападут инопланетные существа, чтобы они начали подготовку заранее. Дальше эта командирша на весь мир говорит: наш враг не человек, а инопланетяне, которые через 11 месяцев сотрут человечество с лица Земли. Я не пойму, тут то ли ляп перевода, то ли в сценарии. Если через 11 месяцев убили все человечество, или его большинство, если это ляп, как тогда эти годовалые дети, которые там останутся, и 5-10-летние выжили против инопланетян, выросли и придумали технологию путешествия во времени? Неясно. Еще не успело пройти 10 минут фильма, а я не могу расслабиться и окунуться в просмотр, насладиться фантастикой. Не настолько классный, на которую нельзя все списать. Да, нельзя все списывать на фантастику, чтобы он был смотрибельным. У меня возникли только одни вопросы. Дальше люди прошлого начинают постоянно отправлять в огромном количестве людей на борьбу с инопланетянами, которые напали на Землю. То есть сходу открылся портал, какая-то женщина в военной форме говорит: нам нужна ваша помощь. И все, главнокомандующие всех стран решили отправлять сходу просто поверили в ее слова, и люди безоговорочно согласились стать пушечным мясом, отправляясь в будущее. Вдох, выдох. И мы опять играем в любимых.
Дальше, показав весь ужас, который происходит, тотальная мобилизация человечества, отправка его в будущее на верную смерть, мы видим, как главный герой преподает химию, и ученики спокойно сидят, кто-то там учится, кто-то спит, кто-то играет в телефоне. То есть, ребят, вы серьезно? Над человечеством нависла экзистенциальная угроза. Вы, как ранее говорилось, все поверили на слово военным из будущего, начали отправлять войска. Люди прошлого всех сотрут с лица земли. Давайте займемся чем-то действительно важным. Будем учить химию. Да, знания важны, нужны, но в такой-то момент, да, наверное, людей надо готовить к тому, чтобы научиться хорошо стрелять, хорошо выживать и там, не знаю, знать слабые места инопланетян. Потом препод понимает, что классу это неинтересно, и он спрашивает у учеников, о чем же им действительно интересно поговорить. Я думаю, ну наконец-то, ну вот они будут говорить про инопланетян, и какой же звездец всех ждет. Вулканы — ярость природы, народ. Поговорить про древние, блять, вулканы. Я не знаю, этот фильм, наверное, ничего не спасет, а прошло всего 15 минут. А нет, потом ученики все же сказали, что ни учеба, ни колледж, ничего не имеет значения. Смысл чего? Чего угодно. Школа, оценки, колледж — это все ерунда. Но все же отменить абсурд всего происходящего невозможно. Главный герой объясняет, что миру нужны ученые, нужно внедрять инновации. Что опять же ученые могут за год, а могут за 50 лет что-то открыть или не открыть вообще ничего. Это тупо. Людям нужно научиться пользоваться оружием и выживать. И этому можно научиться намного быстрее. Каждые 6 дней белошипы исчезают. Они ползут обратно в свои гнезда. Мы называем это день шаббат. И их день отдыха. А Курбан-Байрам они не отмечают случайно? Так, я немного разошелся, и разбирать каждую реплику и сцену в фильме будет слишком долгим, неблагодарным и никому не нужным делом. Я описал небольшой кусочек этого фильма, который идет 15 минут. В принципе, после такого количества времени, максимум полчаса, хватает, чтобы понять, смотреть ли этот фильм или нет. Но я его досмотрел и скажу свое впечатление целиком от полного просмотра этого кино. Крис Пратт весь фильм остается, видимо, в роли чела из фильма «Стражи Галактики». Везде во всем пытается юморить, но даже у самих персонажей внутри фильма это не вызывает ни улыбки, ни смеха. А про зрителя я уже молчу. Инопланетные твари, похищающие, пожирающие людей, они прикольно не выполнены, нарисованы хорошо. Увидите вы их спустя 50 минут фильма. С физикой проблемы, что когда они стреляют своими шипами сверху, люди почему-то отлетают в стороны. То инопланетяне двигаются резко, то не могут догнать группу солдат, которая бежит по лестнице вниз. Один из военных стреляет в шею и говорит: только шея или живот, только так их можно завалить. А военные перед отправками людей из прошлого в будущее говорили, что нужно стрелять в корпус. Тоже странно как-то. Видимо, сценарий писали разные люди, за него садились писать разные люди, которые не знакомились с тем, что было написано ранее. Опять же, графон. Там графика есть местами очень хорошая, местами мультяшная, а местами как будто это реклама игры на телефоне. Тоже за спецэффекты, видимо, садились разные люди. В фильме присутствует полное надругательство над понятием пространства-времени. Главный герой отправился в будущее, то есть, получается, был выдернут из какого-то момента в линии времени, да, но его дети в будущем рассказывают о том, что в прошлом он развелся с женой, бросил семью. Это как вообще можно понимать? Само повествование час 30, час 40 идет очень растянуто, а последние полчаса фильма просто в ускоренном режиме x2, x3. В общем, если вас не смущает тот факт, что некоторые вещи происходят в прошлом, и они никак не влияют на будущее, да, и наоборот, если вы не задаетесь вопросами, а как это сын может быть отцом своего отца и прочие подобные вопросы, если вы ими не задаетесь, и для вас это не важно, то смело включайте фильм «Война будущего» и наслаждайтесь просмотром. Мне лично дико некомфортно было это смотреть. Я постоянно задавался вопросами и не мог понять ход всего происходящего. Конечно, сама задумка того, откуда взялись инопланетяне, она клевая, на 100%. Но одна лишь эта деталь, озвученная под конец фильма практически, не может перечеркнуть всего того, что было сделано и сказано ранее. К просмотру данный фильм порекомендовать не могу. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик. Пишите в комментариях, что вы думаете про мой отзыв или о фильме «Война будущего». Спасибо за просмотр. Пока.